Глава 276. Засада. Культ небесного демона был даже древнее, чем страна Южного Лета. На пике сил они управляли 10 большими и малыми королевствами. Сфера их влияния охватывала большую часть страны Южного Лета и половину равнин Гончих войны. Тогда оно было известно как воюющее королевство небесного демона. Было 3 типа королевств: малые, большие и воюющие королевства. Разница между большими и воюющими королевствами заключалась в том, что в больших королевствах был стабильный баланс сил, так что они не могли так быстро расширяться. Воюющие королевства были похожи на большие королевства, но в близлежащих районах баланса сил не было, поэтому воюющие королевства могли захватывать малые и большие королевства. Это позволяло им накапливать силу, потому их и назвали воюющими. Воюющие королевства были полны агрессии. Королевство небесного демона было сектой, созданной 1000 лет назад в воюющем королевстве. Обычно страна переходила из поколения в поколение, а король, который создавал все условия, был лидером семьи. Страну секты возглавляли несколько могущественных руководителей сект, а лидером секты был король, поэтому фамилия короля постоянно менялась. У обоих типов правления были свои преимущества. Обычные страны были стабильными, но человек, сидящий на королевском троне, не всегда был самым выдающимся. Лидер секты был сильнейшим, но это делало страну нестабильной и хаотичной. Раз культ небесного демона создал воюющее королевство, значит, у них были глубокие корни. Внутри секты было много малых и больших ветвей, которые боролись за лидерство, и это приводило к бесконечным внутренним распрям. К тому же, королевство небесного демона было королевством демонического культа. Умереть было легко, а у жителей не было никаких прав, народ угнетали, и это влекло всевозможные мятежи. Королевство небесного демона достигло пика и рухнуло, но убить сороконожку не так-то легко. Хоть королевство небесного демона пало быстро, культ небесного демона жил еще несколько веков. Наконец, силы объединились и почти погасили культ небесного демона. Несколько веков о культе небесного демона не упоминали. Лисенок не мог ошибиться. Демонические культиваторы, которые перерезали деревню, были остатками культа небесного демона. Достав из тыквы жетон, Чутянь слегка изменился в лице. Массив, вырезанный на жетоне, активировался почти полностью. Сначала этого не было заметно. Что-то должно случиться. Разве мы не узнаем это, захватив демонического культиватора и допросив его? Наклонилась Наньгун Юнь к Лисенку и погладила его по голове. «Малыш, ты можешь узнать, куда они пошли. Для Лисенка это было так же просто, как выпить воды. Ради мести, ради расследования, у них не было выбора, кроме как сделать ход». В погоню, получив приказ Чутяня, Лисенок подпрыгнул и энергично побежал. Противники перерезали небольшой городок, так что это был не один человек. Неважно, насколько высока была их культивация, заблокировать все выходы они не могли. Если он не ошибся, то их было минимум 5-6 человек, максимум 10. Напав с разных сторон, они устроили пугающую резню. Должно быть, они были экспертами царства истинной души, с ними явно нелегко было справиться, но у Чутяня были 18 трупов Ин, Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй, так что боевой мощи будет достаточно. Незадолго до сумерек Лисенок, идущий по следу, пришел к лесу. Он указал на лес лапкой, говоря, что люди сейчас там. Вперед! Небрежно посмотрел на Лисенка Чутянь. Посмотри, сколько их и какова их мощь. Когда все разузнаешь, вернись и сообщи мне. Лисенок отправился в лес. Вернулся он через 5 минут. Жестами он что-то объяснял, и Наньгун Юнь с Чэнь Бин Юй не могли понять его, зато понял Чутянь. Больше 10 человек, причем 2 из них в царстве истинной души. Эти 2 — эксперты высшего класса, приближающиеся к 9-му уровню пробужденной души. Такие сильные, Наньгун Юнь не ожидала, что демонические культиваторы окажутся такими сильными. Эксперты 9-го уровня пробужденной души были достаточно сильны, чтобы стать гостями 3 великих семей и приобрести официальный статус. Демонические культиваторы пока не восстановили свои силы. Если они это сделают, то эти 2 человека будут такими же ужасающими, как 8 маркизов. Пока что они были немного слабее Чэнь Бин Юй и босса Юя. Но Чэнь Бин Юй не могла сразиться с 2 одновременно. Культивационные техники демонических культиваторов были зловещими, поэтому Чэнь Бин Юй, если понадобится, не сможет безопасно отступить. Не говоря уже о том, что другие культиваторы не были простыми людьми и достигли как минимум 5-6 уровня пробужденной души. С такими силами невозможно скрываться, предположил Чутянь. Возможно, они не простые люди, и есть шанс, что это главная ветвь культа небесного демона. Как главная ветвь, с которой они уже сталкивались. Когда культ небесного демона пал, все искали укрытие, чтобы фальсифицировать собственную смерть, а потом пробудиться. Ветви не были слабыми, но после тяжелого потрясения и долгого сна после пробуждения они были очень уязвимы. Чтобы восстановиться,
Им нужна была человеческая эссенция крови. Наньгун Юнь спросила, как нам с ними сражаться, не стоит беспокоиться, взял тыкву Чутянь, сначала я кое-что очищу, а они это выпьют ночь. В глубоком темном лесу горел костер, вокруг которого сидели люди в черных мантиях и жарили оленей. От недожаренного оленя оторвали кусок мяса. Человек в черной мантии вгрызался в мясо, текла свежая кровь. Лорды, мы восстановили 70% нашей силы. Если бы убьем еще несколько деревень, лорды восстановят силы полностью, и мы сможем встретиться с лидером. Мы вернемся в штаб и воскресим культ небесного демона. Как только возродится почтенный глава, вернется кроваво-красная ветвь, все демонические культиваторы были взволнованы. ПФ, мы слишком небрежны. Раздался низкий и могучий голос человека в черном. Раньше было 10 кроваво-красных ветвей, которые бездействовали, а теперь остались только мы. Должно быть, другие столкнулись с неприятностями. «Мы ничего не можем поделать», — раздался шипящий голос. «Мечта о желтых источниках, культивационная техника святого класса может ввести человека в состояние ложной смерти, но есть 50%, что в процессе он умрет. Нам повезло, что мы проснулись, но побочные эффекты слишком тяжелые. Наши культивационные техники серьезно ухудшились. Резня, собравшая эссенцию крови, привлечет внимание людей, окрестности уже могут исследовать эксперты страны Южного лета. К чему беспокоиться? Если мы встретимся с лидером, что эксперты нам сделают? Когда мы пробудим почтенного главу, бояться будут даже так называемые 3 правителя Южного лета, ты прав. Надо как можно скорее встретиться с лидером и найти штаб, чтобы оживить главу секты. Ты, приказал лорд ветви молодому демоническому культиватору, который стоял сбоку, иди и набери воды. Демонический культиватор быстро побежал к ручейку, чтобы набрать воды. Съев мясо и напившись воды, все взбудоражились. Мы недалеко от штаб-квартиры. «Завтра мы встретимся с лидером», — сказал лорд, сбившись на последней фразе. Тело его задрожало, и он, приложив руки к груди, с болью произнес: «Что происходит? Почему наша кровь сворачивается, а эссенция крови горит? Кажется, мы не можем ей управлять. Ах, я тоже, нас отравили, плохо дело, это засада». Когда члены культа небесного демона почуяли неладное, было уже слишком поздно. Неожиданно с неба хлынул поток холода, который быстро погасил костер и покрыл землю слоем льда. 2 лорда ветви были поражены. Какая мощная духовная энергия! Это эксперт. Бежим! Когда они приготовились бежать, показалась могущественная дама. Пошли бесчисленные снежинки, и хотя они казались слабыми, но были полны мощи. Кровавая божественная техника, лорд ветви сплюнул кровью, и все снежинки, встретившиеся с каплями крови, лишились духовной энергии Чэнь Бин Юй. Когда Чэнь Бин Юй поняла, что первая волна атаки не удалась, она ударила лорда ветви ладонью. Другой лорд ветви вскинул ладонь и кинулся к Чэнь Бин Юй. Ладони столкнулись. Лорд ветви отлетел обратно в лес, словно бумажный змей, которому перерезали леску. Кровь, столкнувшаяся с холодным воздухом, превратилась в лед. Она не выдержала силы духовной энергии холода Чэнь Бин Юй. Лорд ветви был ей неровня, не говоря уже о том, что он принял яд чутеня. У Чэнь Бин Юй были оковы 9 львов и тигров, которые повышали ее мощь. Неудивительно, что ее ладонь отправила его в полет. «Кто ты?» Кинулся к ней другой лорд ветви. Не дав ему даже отдышаться, Чэнь Бин Юй ударила его ладонью, и он отлетел на несколько метров, а за ним последовали несколько снежинок. «Ты одна, и ты хочешь нас убить? Я покажу тебе силу моей кровавой ветви». Когда лорд ветви решил напасть на нее, применив демоническую культивационную технику, вдруг выскочил белый лисенок и выпил энергию, которую только что накопил лорд ветви. Что это за духовное животное? Лорд ветви лишился сил, и снежинки, врезавшись в него, нанесли ему серьезные травмы. Члены культа небесного демона в ужасе хотели разбежаться. Но когда они оказались в лесу, то услышали звон колокольчика, и путь им преградили молчаливые высокие фигуры. «Умрите!» По груди одного из членов культа небесного демона ударил большой пылающий молот. Пламя Наньгун Юнь достигло такой температуры, что сожгло его тело мгновенно. Тело Наньгун Юнь было окутано пламенем. Сжав большой молот, она бросилась на второго. «Умрите!» Кучка маньяков. Наньгун Юнь уже достигла 5-го уровня пробужденной души и заручилась силой духовного источника, поэтому она уже не имела отношения к царству истинной души. Ее атаки ранили даже культиватора 7-го уровня пробужденной души, не говоря уже о том, что у нее было бессмертное звездное тело. Она могла сразиться даже с Чу Син Хэ. Члены культа небесного демона были только на 6-м уровне пробужденной души, как они могли остановить Наньгун Юнь, не говоря уж, появились несколько полос пылающего меча. 2 членов культа небесного демона, которые хотели напасть на Наньгун Юнь, разрубило адским мечом.
Члены культа небесного демона не могли выжить, сражаясь с 18 трупами инь, которые их отвлекали, и Чутянем и Нангун Юнь, которые работали сообща, что уж говорить про побег. К тому же, их отравили, и они ослабли. Вы посмели выступить против моей священной церкви, против секты, которая рухнула много лет назад? Ты с ума сошел. К тому же, у тебя такие жалкие техники, засмеялся Чутянь, даже если это лорд ветви, одного я уже убил. Конечно же, сегодня я добавлю к этому счету второго, что члены культа небесного демона поникли. У Чутяня не было времени на болтовню. Нангун, они твои. Разберись с ними. Тело Нангун Юнь взорвалось огнем, и она дьявольски усмехнулась. Она вскинула большой молот, он рухнул, словно пылающая звезда, дико напав на демонических культиваторов. Лес оглушила серия взрывов. Потом снова повисла тишина. Глава 277. Кроваво-красная штаб-квартира. Членов культа небесного демона убила Нангун Юнь, а два лорда ветви сражались с Чэнь Бин Юй, однако у них не было сил сопротивляться. Я запомню вас, один из лордов ветви кинулся к Чутяню, словно метеор. Лорд ветви видел, что юноша не очень силен, однако из 3 человек он занимал самое высокое положение. Если он сможет его поймать, эта жестокая женщина станет более осторожной, и они смогут сбежать. Бессмертное звездное тело Чутяня покрыл слой звездного света. В него врезался лорд ветви культа небесного демона. Хочешь остановить меня такой защитой? Не дождешься. Он был экспертом царства истинной души, поэтому бессмертное звездное тело несколько потускнело, а Чутяня отбросило на несколько шагов. Но самым шокирующим было то, что Чутянь, подвергшийся нападению эксперта царства истинной души, ни капли не пострадал. Лорд ветви был потрясен. Из-за яда он применил быструю атаку. Она содержала лишь 20% от его силы, но ее было достаточно, чтобы справиться с культиватором царства прославленной души. Как юноше удалось отбить его удар, поверить не могу. Если ты такой сильный, то отбей и эту атаку. Лорд ветви культа небесного демона нанес еще один удар, в котором было 40% его силы. На этот раз защита противника рассыплется на осколки, словно стекло, а тело его превратится в фарш. Кто же знал, что когда ладонь приблизится, противник вдруг достанет что-то серебристое. Раздался громкий свист, и появилось плотное скопление лучей, напоминающее сильный ливень. Слишком близко. Слишком неожиданно, лорд ветви не ожидал, что Чутянь будет контратаковать, поэтому не копил энергию для обороны. Неожиданная атака разорвала его оборону в клочья, а сильная энергия серьезно его ранила. Покрытый ранами, он отступить на несколько шагов. Что это было? Пока лорд ветви пораженно стоял на месте, появился удар пылающего пламени, голова лорда ветви покатилась по земле, и он упал замертво. Лорд ветви на пике своих сил не мог сравниться с 3 правителями, но мог сравниться с 8 маркизами, он даже был немного сильнее. А в итоге он пал от руки культиватора царства прославленной души, даже не поняв, чем его убили. Он не будет покоиться с миром. Чутянь наступил на обезглавленный труп. Такой глупый и хотел пойти против отца? В следующей жизни будь немного умнее. Другой лорд ветви медленно отступал, преследуемый неустанными атаками Чэнь Бин Юй. Чутянь поднял энергетический пистолет, и к нему полетели пули. В лорда ветви попало 7-8 пуль. Они не причинили ему вреда, но он все же замешкался. Воспользовавшись моментом, Чэнь Бин Юй собралась ударить его ладонью. Чутянь крикнул: «Стоп!» Лорд ветви панически покосился на оружие, которое Чутянь держал в руке. «Ты!» Что это за сокровище? Энергетический автомат Чутяня был изготовлен из особого металла святого класса. Шокировать человека до смерти могла только его цена, поэтому мощь увеличили, чтобы автомат мог убить эксперта царства прославленной души и даже ранить эксперта царства истинной души. Не время для любопытства. Чутянь подошел к лорду ветви и направил на его лоб горячее дуло. Ты ответишь на все мои вопросы. Если посмеешь молчать или лгать мне, я тебе голову оторву. Я все равно умру. Давай, если ты честно ответишь на мои вопросы, тихо сказал Чутянь, я не буду тебя убивать. Лорд ветви засомневался. Почему я должен тебе верить? Чутянь дважды выстрелил по ногам лорда ветви, и тот завопил. Я могу в любой момент лишить тебя жизни, поэтому ты должен не верить. Хорошо. Что ты хочешь узнать? Куда вы собирались пойти? Мы собирались встретиться с лидером, а потом направиться в кроваво-красную штаб-квартиру, чтобы пробудить почтенного главу нашей кроваво-красной ветви. Мы хотели, чтобы почтенный глава восстановил наши силы, а потом мы возродили культ небесного демона. Почтенный глава может восстановить все ваши силы. В штаб-квартире находится чаша с кровью, которая может быстро вернуть нам силы. Тогда почему кроваво-красный почтенный глава сам вас не ищет? В культе небесного демона есть запрещенная культивационная техника «Мечта о желтых родниках». Она позволяет человеку симулировать смерть. Чем глубже его культивация, тем крепче его сон.
Я проснулся 3 месяца назад, лидер проснулся недавно, а почтенный глава до сих пор спит, и нам нужно его разбудить. Чутянь указал на труп демонического культиватора. А что насчет них? Они не смогли притвориться мертвыми. Когда культ небесного демона пал, сохранилась лишь часть наследия. Эти люди получили наследие культа небесного демона и не являются настоящими членами культа. Культ небесного демона был большой сектой со множеством ветвей наследования, и одной из них была кроваво-красная ветвь. Их основной культивационной техникой была великая техника алой крови, техника, позволяющая пить чужую эссенцию крови. У двух лордов ветви была такая же аура, как в крепости Черного ветра, так что культивационная техника у них была такая же. В кроваво-красном штабе находился спящий почтенный глава, который должен был возглавить кроваво-красную ветвь. Лорды ветви были довольно сильными, а лидер был куда могущественнее них. А что насчет почтенного главы, сложно было представить. На пике они были не слабее 3 правителей, а могли быть даже сильнее. Раз ты не убьешь меня, рекомендую тебе преклониться перед почтенным главой. Нашей святой церкви требуется много людей, и тебе будет полезно поклоняться почтенному главе, Чутянь рассмеялся. Чэнь Бин Юй подошла к лорду ветви. Ощутив сильное убийственное намерение, лорд ветви панически закричал: «Ты же обещал, что не убьешь меня, когда это демонические культиваторы стали верить чужим обещаниям». Засмеялся Чутянь. «И я говорил, что я не буду тебя убивать. Это не значит, что тебя не убьют другие», лорд ветви даже не успел попросить пощады. Чэнь Бин Юй ударила его ладонью. «Хорошо». Засмеялась Наньгун Юнь. «Отличный удар. Как хорошо, эти демонические культиваторы блуждали по государству Цан и имперскому региону, кто знает, сколько невинных людей они убили. Быстрая смерть была для него слишком легкой. Если бы это делала старушка, он бы наверняка помучился, Чутянь сказал им: «Посмотрите, что ценного у них есть». Лисенок зарылся в одежду человека. Быстро протянув руку, Чутянь схватил Лисенка за пушистый хвост и вытащил его обратно. Во рту у Лисенка было нефритовое бутылочное дно. От него сильно пахло кровью. Чутянь твердо произнес: «Отдай». Лисенок держал во рту нефритовую бутылку. Осмотрев ее, обнюхав, он открыл рот и 2 лапками протянул ее Чутяню. Вид у него при этом был очень послушный. Наньгун Юнь потрясенно спросила, когда это он начал слушаться. Скорее всего, у его желудка есть границы. Чутянь хорошо знал Лисенка. Если он находил драгоценный предмет, то проглатывал его. Как он мог просто так его отдать, Лисенок хорошо знал Чутяня. В лучшем случае он получит пощечину. Чутянь открыл нефритовую бутылку, и воздух наполнился резким запахом крови. Как отвратительно. Меня сейчас вывернет. В отвращении искривилась Наньгун Юнь. Это таблетки крови, созданные из эссенции крови. Я находил такие же в культе небесного демона. Скорее всего, культивационная техника кроваво-красной ветви восстанавливает силы при помощи эссенции крови. Лорды собирались восстановиться. Они полезны, у них сильная злая аура, поэтому нам от них нет толка. Чутянь кинул их в тыкву, но они пригодятся для культивации трупов Ин, как раз их мне и не хватало. Я нашла книгу. Наньгун Юнь вытащила старый свиток из овечьей кожи. Это была карта штаб-квартиры кроваво-красной ветви, где были четко обозначены местонахождение штаб-квартиры и алтаря. Штаб-квартира находится в Алом болоте. Осмотрела Наньгун Юнь карту. Алое болото — самое большое болото страны Южного лета. Там обитают коварные ядовитые звери, сделавшие эти земли бесплодными. Чэнь Бин Юй молча подняла книгу. Она лежала возле тела лорда ветви. Кажется, книга с картинками. Чутянь несколько раз пролистал книгу, и у него заблестели глаза. Интересно. «Дай мне посмотреть». Тут же подскочила к Чутяню Наньгун Юнь и заглянула в книгу через его плечо. Что означают эти странные знаки, Чутянь ответил: это ряд тайных сигналов. Тайных сигналов. Задумалась Наньгун Юнь. Хочешь сказать, культ небесного демона контактирует друг с другом тайными сигналами? Значит, если мы сможем понять эти тайные сигналы, то свяжемся с останками культа небесного демона и даже с их лидером. Верно. А что сказано в конце? Наньгун Юнь смотрела, как Чутянь перелистывает страницы. Странные тайные техники культа небесного демона, иллюстрации, изображающие священные предметы культа небесного демона. Среди них была с виду обычная чаша. Чаша крови — непревзойденный священный предмет кроваво-красной ветви. Чаша могла собирать различные виды крови, либо очищая ее, либо превращая ее в бесконечную силу. Чаша принадлежала кроваво-красной ветви, обеспечивала бесконечный поток духовной энергии, заживляла все раны, повышала культивацию и сметала все препятствия. Это и есть чаша, о которой говорили эти демоны. Должно быть, настоящая кровь была очень ценным материалом.
Вот только создать ее было сложно. Единственное преимущество чаши крови заключалось в том, что она могла накапливать жизненную силу живых существ, автоматически ее очищая. Для демонических культиваторов она была несравненным сокровищем. Хоть Чутянь и не мог воспользоваться этой чашей, однако она была хорошим коллекционным предметом. Чутянь культивировал тело трупов Ин, применяя божественную кровь, однако божественная кровь была слишком слабой и не содержала в себе мощь духовного бога. Если у него появится чаша, культивировать трупы Ин станет гораздо легче. Штаб-квартира находится в Алом болоте, и пройти туда можно лишь с кроваво-красным жетоном, сказал им Чутянь. У каждого лорда ветви должно быть по жетону, поищите. Вот они, такие же, как жетон из крепости Черного ветра. У них были жетоны, у них была карта, как они могли упустить момент, они обыскали остальных. У одного из культиваторов Чутянь нашел тетрадь. Описывались там, в основном, культивация и жизненный опыт. Демонический культиватор родился в городе Цан, а семья его культивировала демонические техники, однако никто не знал, что они связаны с культом небесного демона. Услышав о том, что в стране Южного лета появилась кроваво-красная ветвь, юноша сразу же сбежал к ним. Они рассчитывали на то, что культ небесного демона возродится, жаль, что замысел был обречен на провал, культ небесного демона пал. Какую волну они могли поднять теперь? Мы не должны тут задерживаться, пойдемте. Чутянь сунул руку в тыкву. Пойдем в обход и направимся прямо к Алому болоту. Глава 278. Самые разнообразные эксперты. Чутянь спешил, изучая предмет, который держал в руке. Культ небесного демона был воюющим королевством, а кроваво-красная ветвь была одной из ветвей, поэтому ее история уходила вглубь веков. В лучшие времена в кроваво-красной ветви было больше 600 тысяч человек с одним лордом на каждые 20 тысяч человек и одним лидером на 300 тысяч человек. Значит, 30 лордов ветвей, 2 лидера и кровавый почтенный глава. Это было слишком страшно. Обычные лорды ветвей были сильнее 8 маркизов, а их лидеры должны были быть равны 3 правителям. Кровавый почтенный глава на пике сил был намного сильнее 3 правителей. Он был равен адскому огню, демону, который вторгся в громовое государство. Как шокирующе. По крайней мере, это шокировало Чэнь Бин Юй и Наньгун Юнь. В культе небесного демона было много ветвей, а кроваво-красная ветвь была всего лишь одной из них. Она была не самой сильной ветвью, однако могла уничтожить страну Южного лета. Насколько же могущественным было королевство небесного демона? Когда кроваво-красный штаб разрушили, лучшие из них были убиты. Сбежали лишь 10 лордов, 1 лидер и 1 почтенный глава. Вернуться было невозможно, поэтому они применили запретную технику, чтобы инсценировать собственную смерть и проснуться через несколько сотен тысяч лет. 3 из 10 лордов погибли от руки Чутяня, а что произошло с остальными 7, было неизвестно. Запретная техника несла высокие риски. Чем слабее был человек, тем слабее была духовная энергия, и во время сна он мог умереть. Скорее всего, другие лорды умерли во сне. Лидер уже проснулся и теперь ждал в старой штаб-квартире. А почтенный глава? Он оказался таким сильным, что ему повезло не умереть во сне. Возможно, культ небесного демона пал. Но когда-то он был великолепен. У Чутяня был пропуск, и как он мог не попасть туда? Не говоря уже о том, что возрождение кровавого почтенного главы станет для страны Южного лета серьезной опасностью. Чутянь не был патриотом, но возрождение культа небесного демона повлияет на торговое чудо. Этого он не хотел, поэтому возрождение демона нужно было остановить. Через несколько дней трое прибыли в место, называющееся городом Алого болота. В городке проживало больше 100 тысяч человек. Постройки были грубыми, а земля невымощенной. И взрослые, и дети казались деревенщинами. Иного пути не было. Кто построил городок на болотах? Все дороги в грязи. Сидя в гостиничном номере, Наньгун Юнь сняла высокие сапоги и вылила из них болотную воду. Чёрт, мои сапоги полны воды. У старушки чуть ноги от нее не сгнили, Чутянь не удержался и взглянул. У Наньгун Юнь не было дьявольских ног Мэн Цину, но ее ноги были длинными, стройными и соответствовали золотому сечению. Белоснежные ноги хорошо сочетались с округлыми бедрами. Выглядело это очень горячо. Город находится на краю Алого болота, а Алое болото — болотистая местность государства Цан, самое большое болото страны Южного лета. Естественно, тут нет дорог, сказал Чутянь и добавил, нам нужно в Алое болото, поэтому давайте хорошенько отдохнем. Ближайшие несколько дней будут тяжелыми. 18 трупов Ин наполовину превратились в глиняных кукол. Чутянь очистил их, а потом нашел несколько больших бочек. Он вырезал на них очищающий массив, а потом кинул в них эссенцию крови. В Алом болоте трупы Ин не помогут. Лучше было потратить время, чтобы закалить их, применив материалы, найденные на телах лордов.
Надев сапоги, Наньгун Юнь подошла к окну и отдернула занавеску. Алое болото наполнено смертельным газом. Как люди могут жить в таком месте? Город небольшой, но выбор продуктов богатый. Таких больше нигде не найти. Я кое-что нашла, холодно сказал Чэнь Бин Юй, войдя в комнату. Идите за мной, я покажу. Заинтересовавшись, они пошли за Чэнь Бин Юй и вышли из гостиницы. В одном из городских переулков они увидели на стене черную метку. Метка казалась обычной, и простые люди принимали ее за каракули, но они видели, что это необычная метка. Наньгун Юнь нерешительно спросила: «Это?» «Верно, тайный знак культа небесного демона», — ответил Чутянь. Лидер кроваво-красной ветви уже прибыл в город Алого болота и сейчас ожидает в городе. У Наньгун Юнь по спине тут же побежали мурашки. «Невозможно. Этот парень прибыл так быстро», — не успел Чутянь продолжить, как с улицы донеслись потрясенные вопли горожан. Экипаж, запряженный болотным ящером, загруженный вещами, потерял управление, опрокинулся в грязь и придавил нескольких человек. Улица быстро погрузилась в хаос. Идет сильный демонический зверь, над ними прошел огромный демон. Пара крыльев отбрасывала огромную тень и источала страшную ауру, от которой в ужасе бежали горожане и экипажи. Болотные ящеры зарылись в грязь, боясь сдвинуться с места. Демонический зверь выглядел свирепо и в длину достигал 8 метров. У него не было перьев, грубая коричневая кожа была очень гладкой. Когда он расправлял крылья, было отлично видно его скелет. Огромный хвост оканчивался зеленым стреловидным наконечником, который повсюду оставлял следы зеленого света. Чутянь удивленно воскликнул: «Крылатый ядовитый дракон! Крылатый ядовитый дракон был не настоящим драконом, а скорее ядовитым демоническим зверем высшего класса». Грифоны королевской стражи были всего лишь демоническими зверями второго класса, но все же стоили по 30 миллионов за каждого. Потому что летающие демонические звери были намного дороже сухопутных, этот демон уже достиг царства истинной души. Преимущество демонических зверей заключалось в естественной силе, поэтому их не могли победить обычные эксперты царства истинной души. В такой маленькой стране, как страна Южного лета, их нельзя было купить за деньги. На спине крылатого ядовитого дракона сидел гордый мужчина средних лет в фиолетовой броне, окутанный мощной аурой, который держал в руке длинное копье. Он не пользовался вожжами или седлом, он просто сидел на спине дракона, как игла, выпрямив спину. Чэнь Бин Юй тихо произнесла: «На спине дракона сидит генерал Ван Ту». Чутянь удивленно спросил: «Ты его узнала? Лишь один генерал в стране Южного лета летает на крылатом ядовитом драконе». Нахмурилась Чэнь Бин Юй, поколебавшись, продолжила: «Это человек, лейтенант боевой армии драконов и член авангарда имперского города. Он известен в королевстве тем, что долго воевал на равнинах гончих войны». Ван Ту сфокусировал взгляд и посмотрел вниз. Раздался свист. Вперед ринулся золотой предмет, похожий на паланкин, быстрый, как метеорит, плюющийся во все стороны пламенем. Паланкин плавящего пламени — это был особый инструмент, созданный оружейниками. На нем был массив, который, насытившись духовной энергией, придавал паланкину способность летать. Это было редкое сокровище. Паланкин был сделан из металлов святого класса. Материал был весьма драгоценным, а массив, выгравированный на нем, был утраченной техникой древней небесной расы. «Паланкин плавящего пламени — сокровище семьи Наньгун», сказала Чэнь Бин Юй, нахмурив брови. «Это человек, член семьи Наньгун, и он явно непростой человек». «Знаменитый генерал Ван Ту, сегодня я увидел твой великий стиль», донесся из горящего паланкина женственный мужской голос. «Это Цзо Янь». Министр семьи Наньгун. В глазах Ван Ту мелькнул намек на страх. Никогда не думал, что останки злой секты привлекут внимание семьи Наньгун. Цзо Янь мягко произнес: «Почему не прибыл знаменитый генерал летающего дракона? Молодой генерал в одиночку удерживает на равнинах гончих войны. Если он прибудет лично, ваше превосходительство изменит свое мнение». Засмеялся Ван Ту. «Но раз уж мы с тобой случайно встретились, как насчет сотрудничества? Зачем мне с тобой сотрудничать? До меня дошли новости, что останки кроваво-красной ветви блуждали по равнинам военных гончих, и те их схватили. Это значит, что в миссии участвуют еще и эксперты гончих войны. Если ты столкнешься с ними, то не сможешь победить. Мы можем действовать только сообща. Племя гончих войны. Племя гончих войны смеет чинить нам неприятности. Верь или не верь, зависит от тебя», министр семьи Наньгун задумался. «Если вмешается племя гончих войны, все осложнится. Более того, согласно полученной информации, выжившие люди культа небесного демона останутся в живых. Обычный лорд ветви уже был достаточно сильным, чтобы с ним справиться, что уж говорить о лидере. Хорошо. Я буду с тобой сотрудничать». Когда они достигли соглашения, команда Чутяня нахмурилась. Ситуация внезапно усложнилась. Лидер культа небесного демона уже стал сильным и теперь находился в городе. А теперь появились два эксперта, которые не уступали Чэнь Бин Юй и решили работать вместе.
не говоря уж о загадочном эксперте гончих войны. Неизвестно, насколько он был силен, однако он был не слабее Чэнь Бин Юй. Миссия по поиску сокровищ кроваво-красной ветви оказалась не такой легкой, как они полагали. «Что думаешь, босс? Я знал, что так просто не выйдет. Раз появилось сокровище, наверняка появятся люди, которые его жаждут», — потер подбородок Чутянь, сверкая черными глазами. «Если мы с ними встретимся, мы проиграем». Из Чутянь, Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй экспертом царства истинной души была лишь Чэнь Бин Юй. Чутянь и Наньгун Юнь были лишь на 5-м уровне пробужденной души. Даже обладая невероятной боевой мощью, они не смогли бы сражаться. Им было бы трудно иметь дело с каждым противником. Более того, эксперты Южного лета и эксперты гончих войны, пришедшие за сокровищами кроваво-красной ветви, уже давно к этому готовились. Лидера культа небесного демона можно было даже не упоминать. Есть идея, зашевелил извилинами Чутянь, идея покажется немного безумной, но она сэкономит наши силы. У Наньгун Юнь загорелись глаза. Так говори же, Чутянь объяснил только что придуманный план. Ты просто безумец. Наньгун Юнь считала его смелым, но это пугало. Словно собирать каштаны в огне, единственная ошибка приведет к поражению. На спокойном лице Чэнь Бин Юй проступил шок. Такая смелая и безумная идея могла прийти в голову только Чутяню. Не беспокойтесь, лисенок может в последний раз призвать адского огня, а я не вегетарианец. Пока мы будем сдержанными, план не подведет, а сбежать удастся без проблем. Ты хорошо все обдумал, мы не можем терять время, нам нужно немедленно готовиться. Мне нужны материалы, и вы, ребята, должны их мне купить, особенно те, что восстанавливают энергию разума. Если мы подождем, будет слишком поздно. Недоуменно переглянувшись, Чэнь Бин Юй и Наньгун Юнь вздохнули. Кто им говорил выбирать боссом Чутяня? Глава 279. Кроваво-красный лидер. Ночью. Когда город Алого болота окутал блеклый туман, жители вернулись обратно со своим урожаем. Жесткий тростник, корни лотоса, странные травы насекомых — именно от этого они зависели и этим зарабатывали на жизнь. В это время по улицам бежал кровавый силуэт. Он падал, был покрыт грязью и, наконец, дополз до склада отходов. Выглядел юноша весьма холодным. У него было красивое лицо, но несколько шрамов придавали ему агрессивный вид. Было ясно, что он не самый хороший человек. Юноша посмотрел на большой синий камень неподалеку и, увидев странную метку, испытал радостное облегчение. Это вправду великолепно. Юноша подошел к входной двери склада и постучал по дереву, выбивая особый ритм. Деревянные двери открыла невидимая сила. Изнутри подул неожиданный ветер. В ушах у него раздался холодный хриплый голос. «Заходи», и юноша вошел в склад. В центре заброшенного склада стояла худая старая дама. Почти все волосы у нее вылезли, а пальцы были алыми. Она напоминала чудовище, которое не было ни человеком, ни призраком, а тело ее окутывал кроваво-красный туман. Рядом с пожилой дамой стоял крупный мужчина, одетый в черное, держащий обеими руками кроваво-красную саблю. Широкое лицо и непослушная борода придавали ему дикий вид. Рядом с ним стояли два человека в черном с яростными лицами, которые давали знать, что они не самые хорошие люди. Странно, крупный мужчина ошеломленно посмотрел на юношу. Почему-то один, и юноша рухнул на колени. Двух лордов убили в пути, старуха нахмурилась. «Что ты сказал?» «У лордов ветвей такая мощь, их невозможно убить», — холодным тоном произнес мужчина. «Если их убили, то как выжил ты? Когда ночью мы были в лесу, лорд ветви отправил меня поохотиться на животных. Когда я поймал добычу, в лесу раздался шум. Эти люди оказались сильными культиваторами, я не мог сопротивляться. В итоге двух лордов ветвей убили, а я перед побегом схватил один кроваво-красный жетон. Сказав это, юноша достал жетон. Это действительно кроваво-красный жетон. Глаза мужчины вспыхнули жестокостью и жадностью. Кроваво-красные жетоны были пропуском в штаб-квартиру, а у мужчины такого не было. Один был у лидера, а другие 10 жетонов попали к другим. «Ты и добрый ученик, и злой», — с гневом на лице произнес мужчина. «Лорды ветвей мертвы, но выжил только ты один. Ты всего лишь сволочь, это был лишь пустой звук. Кто не знал демонических культиваторов, они заботились лишь о себе и выгоде. Они были жестокими, пользовались даже союзниками. Кого волновали рамки? Смотри, лидер, уродливая старуха, медленно открыла глаза и пустым взглядом уставилась на юношу. «Как тебя зовут? Я Лэн Цзюнь». Не успел он договорить, как сухая рука вдруг схватила его за горло и оторвала от земли. Юноша удивленно спросил: «Лидер, что ты делаешь? Как ты, такой слабый культиватор, смог сбежать после того, как убили двух лордов ветвей?»
Голос старой дамы был глубоким и хриплым, звуча, как осыпающийся песок. «Думаешь, меня легко обмануть?» «Говори, как ты сюда дошел?» Юноша кипел желанием жить, словно в любой момент мог сгореть изнутри. Сила старухи была несравненно глубокой, а техники жестокими. Разум культиватора царства истинной души и даже эксперта царства прославленной души мог попасть под власть ее ауры. Я младший семьи Лен, которая получила благословение от Мэнэня из культа небесного демона. Наши предки, ожидая возрождения Святой Церкви, передавали учения из поколения в поколение. Если не веришь мне, можешь проверить. С болезненным выражением лица сказал юноша. Что касается лордов ветвей. Мне повезло сбежать. Если лидер не верит, но мне нечего добавить. Семья Лен из государства Цан, кажется, это произвело легкое впечатление. Старуха уставилась на юношу. Он столкнулся с такой сильной аурой, однако ни температура, ни сердцебиение, ни выражение лица и даже взгляд не изменились. Старуха сказала крепкому мужчине: «Выйди на улицу и осмотрись». Со скоростью молнии крепкий мужчина покинул склад. «Обыщите его». 2 человека забрали с тела юноши все вещи. Они нашли драгоценный меч, книгу и дневник. Когда члены культа небесного демона передали их старой даме, старая дама один за другим осмотрела их. Драгоценный меч был полон кровавой ци и был редким духовным предметом высокого качества. Он был близок к атрибуту кроваво-красной ветви. Обычные культиваторы не пользовались оружием с такой тяжелой кровавой ци, потому что оно легко могло поранить владельца, но это вписывалось в культ небесного демона. Книга содержала информацию о культе, а дневник — детальные записи культиватора по имени Лэн Цзюнь. Он начинался с принятия наследия и описывал его культивацию. Вернулся крупный мужчина, докладываю лидеру, снаружи ничего странного. Старуха медленно отозвала свою ауру. Ты и правда выглядишь истинным верующим. Раз ты сбежала из такой ловушки, должно быть, у тебя много техник. Юноша быстро и скромно ответил: я с детства восхищался Святой Церковью, но выучил лишь отрывочную культивационную технику. Я надеюсь, что лидер сможет меня принять и позволит присоединиться к Святой Церкви. Особый жетон. Проигнорировав юношу, старуха кинула жетон. Перед юношей упал кроваво-красный жетон, и он услышал холодный голос: «Я отведу одного из вас в штаб-квартиру, чтобы ты увидел мастера. Что касается того, кто это будет, выбирайте сами». Глаза старухи вспыхнули жестоким дразнящим светом. Когда крупный мужчина ее услышал, взгляд его наполнило убийственное намерение, а грудь человека, стоящего рядом, перерезала длинная сабля, превратив его в пыль, словно она была кровожадным драконом. Другого человека окатило волной крови. Ты, члены культа небесного демона, были необычными людьми. Крупный мужчина легко убил одного, но с другим справиться оказалось непросто. Кровавый барьер, появился огромный барьер и духовной энергии человека. Рухнув на барьер, алая сабля рассекла его. Человеку пришлось отступить. Лицо его покраснело, и он сплюнул кровью. Из-за ран кровь не выплевывалась, но он применил загадочную технику, которая смешала эссенцию крови с духовной энергией и превратила каждую каплю крови в смертельное оружие. Глоток крови с силой полетел к крупному мужчине. Болезнь, кровавый меч превратился в полоску света, которая ударила в грудь мужчины, словно смертельно ядовитая змея. Мужчина взревел в потолок, и выплеснулась демоническая энергия. Все его тело потемнело, на нем появились руны, и аура мужчины несколько раз взорвалась. Человек помрачнел. Искусство небесного демона. Это демоническое искусство усиливало боевую мощь, но у него был сильный побочный эффект. Проявлялся он не сразу, а постепенно поглощал потенциал культиватора. В обычной жизни им не пользовались. Благодаря демоническому искусству меч мужчины увеличился в несколько раз и превратился в кровавый проклятый меч. Темно-красный светящийся меч быстро отрубил второму человеку голову. «Подожди. Мне не нужен жетон». Мужчина будто не слышал его. Светящееся лезвие разрезало его тело, превратив его в кучу фарша. «Хе-хе», — засмеялась старуха. Видя, как они убивают друг друга, она беззлобно произнесла: «Как безжалостно, а ты перспективный. Большое спасибо за похвалу, лидер». Мужчина окутывала демоническая ци, и он напоминал пугающего демонического бога. Услышав похвалу лидера, он не мог скрыть дикой радости. Повернувшись к юноше, он яростно улыбнулся: «Большое спасибо, что уступил мне жетон. Будь уверен, я не дам тебе страдать, и умрешь ты быстро». Это очень важный шанс. Медленно встал юноша и поднял с земли меч. В глазах у него появилось сильное желание сражаться. «Я не могу его отдать. Ха-ха». Разразился хохотом мужчина.
Лучше подумай о собственной жизни, юноша Лэн Цзюнь мягко произнес. Думаешь, сможешь меня победить? Юноша был лишь на 5-м уровне пробужденной души, а мужчина на 6-м, не говоря уже о том, что он изучил искусство небесного демона, что делало его боевую мощь высокой. Он легко мог победить даже 2 демонических культиваторов, а это значило, что он был непрост. Демонические культиваторы отличались от обычных. Демонические культивационные техники были очень жестокими, а они повышали боевую мощь. Обычный раненый демонический культиватор 5-го уровня пробужденной души бросил вызов могущественному культиватору 6-го уровня. Я передумал. Холодно сделал шаг крупный мужчина. Я решил разрезать тебя на куски, чтобы ты пожалел о своей глупости. Ничего не говоря, юноша молча поднял драгоценный меч. От красного меча во все стороны хлынула кровожадная аура. «Умри!» Мужчина замахнулся красной саблей на лицо юноши. «Меч!» Взревел юноша, и вырвалась его духовная энергия, призвавшая духовный источник. Высвободилась несравненно сильная аура духовного бога, полное уважения и силы. Духовный источник божественного класса и мужчина, и старуха поразились. Обладателю такого духовного источника было суждено стать высшим талантом, легко сметающим других, сражаться и заслужить безграничное будущее. Никто не думал, что на самом деле у юноши духовный источник божественного класса. Неудивительно, что он спасся. Из ножен выскользнул золотой драгоценный меч. Юношу окружил кровавый туман, который, превратившись в сияющий кроваво-красный меч, прорезал пространство. Когда меч упал, раздался отчетливый щелчок, сабля сломалась надвое. Юноша неуклюже приземлился и прокатился по земле. Тело крупного мужчины тоже рухнуло, а к дверям склада покатилась голова с широко распахнутыми глазами, полными шока и неверия. Это была мощь духовного источника божественного класса. Какая сила! Юноша указал на тело мечом и повернулся к старухе. «Лидер, он даже не договорил. Ты неплохо сыграл». Старуха взорвалась ледяной аурой, способной разрушить небо. «Ты почти обманул меня. Но ты правда думал, что члены культа небесного демона слепы?» Глава 280. Алое болото. Столкнувшись с убийственным намерением, достигающим небес, он не удержался и отступил на несколько шагов. 2 лорда не спали 2 месяца, но без стеснения убивали невинных жителей, чтобы собрать эссенцию крови и вернуться на 9-й уровень пробужденной души. Лидер спала несколько веков и проснулась несколько дней назад, и ее сила превосходила силу лордов ветвей, достигая пика 9-го уровня пробужденной души. Разница была ощутимой. Ее сила не уступала силе 8 маркизов, а она даже была немного сильнее. Культ небесного демона ужасал, и юношей был переодетый Чутянь, но он был уверен, что с маскировкой проблем не будет. Чутянь прочел дневник одного из демонических культиваторов, убитых в лесу, и, наконец, нашел способ замаскироваться. Чутянь сменил адский меч на меч, пьющий кровь. Меч, пьющий кровь, принадлежал Чуши из центрального государства, но теперь был в коллекции Чутяня. Меч, пьющий кровь, пил эссенцию человеческой крови. Эффект был таким же, как у демонических техник кроваво-красной ветви. Чутянь понимал, что его лишь подозревают, и лидер пытается его поймать. Раз так, почему бы не поддаться ей, чтобы она поверила ему еще сильнее? Я не понимаю, лидер. Думаешь, можешь убить 2 лордов ветвей и проникнуть в культ небесного демона? Старуху окружило убийственное намерение, а кроваво-красные когти окутал слой энергии. Ты вооружился этим мечом, чтобы скрыть личность, и у тебя, кажется, есть культивационная техника культа небесного демона. Думал, проведешь меня таким глупым трюком. Я не истинный член Святой Церкви, моя культивационная техника ограничена, я не могу пользоваться техниками кроваво-красной ветви, с тревогой произнес юноша, но я не смею обманывать лидера. Пожалуйста, лидер, поверь мне. Как я могу тебе верить? Чутянь притворился, что ставит на кон свою жизнь. Стиснув зубы, он сказал: пока лидер согласится учить меня, как только Святая Церковь воспрянет, я готов подписать с лидером рабский контракт и провести с ней всю жизнь. Старуха была в шоке. Она обманывала Чутяня. Она не верила, что этот человек был шпионом. Во-первых, в его личности не было сомнений, во-вторых, он был недостаточно сильным, чтобы угрожать ей. Самое главное, что у него был сильный духовный источник. Куда бы он ни пошел, его оценили бы как великого гения. Какая сила могла сделать из него приманку и отправить в такое место? Это было бессмысленно, у парня были большие перспективы. Когда Святая Церковь воспрянет, если она сможет обучить его и устроить на высокую должность, оставив контроль в своих руках, это будет для нее весомым преимуществом. Так ты такой преданный, старуха медленно убрала ауру. Тогда я дам тебе шанс. Подпиши этот духовный контракт. Да, Чутянь проник в контракт духовным чутьем. Старуха управляла контрактом, так что жизнь юноши оказалась в руках старухи. Старуха осталась довольна завершением.
Когда Святая Церковь воспрянет, нужно будет вербовать людей. Этот великий талант станет значительным вкладом в Святую Церковь и укрепит ее положение. Меня зовут Шисинь. Когда они заключили контракт, старуха Шисинь стала куда мягче. В конце концов, его жизнь была в его руках. Скоро мы откроем штаб-квартиру и лично пробудим почтенного главу. Почтенный глава непременно наградит нас. Это отличный шанс. Надеюсь, ты это понимаешь. Да, лидер, большое спасибо за помощь. Возьми 2 бутылки этих таблеток. Одни противостоят ядовитому газу, другие лечат твои раны. Старуха Шисинь кинула 2 бутылки с таблетками. Кроваво-красный барьер медленно стабилизируется, поэтому за 2 дня нам надо подготовиться. Тебе нужно как можно скорее вылечить раны. Чутянь вышел из склада с 2 нефритовыми бутылками. Уголки его губ искривились в холодной улыбке. Видимо, старая дура думает, что я у нее в руках. Но она не знала, что он контролирует здесь все. На самом деле план Чутяня был очень простым. Эксперт гончих войны и эксперты Южного лета были очень могущественными, а старый лидер Шисинь из культа небесного демона была не так уж и слаба. Если начнется сражение, они явно пострадают, и тогда Чутянь сделает свой ход. Из-за угла туннеля вышел миниатюрный милый лисенок. Стряхнув с шерстки грязь, он немедленно прыгнул Чутяню на грудь и выплюнул бутылку таблеток. «Хочешь заманить меня в духовный контракт?» Что за глупости? Если бы духовный контракт мог поймать Чутяня, Чутянь уже давно стал бы жалким рабом Мэн-Ин. Как он мог встретиться с этой старой уродиной? Проглотив таблетку, Чутянь стал чинить утерянное духовное чутье. Теперь он был в безопасности. Чутянь открыл бутылки, что ему дала старуха, принюхался и холодно ухмыльнулся. В таблетках был яд, действующий лишь со временем. Если бы Чутянь принял их, то отравился бы. Длительное время яд ожидал бы в организме, и вылечить его мог лишь создатель яда. Время от времени тело его наполняло боль, сравнимая с укусами 10 тысяч муравьев. Жестокие демонические культиваторы любили тайно контролировать своих подчиненных. Духовного контракта было недостаточно, поэтому нужно было управлять жизнью и смертью. Им нужен был метод, делающий человека послушным, но не убивающий его, и наилучшим вариантом стали лекарства. «Гордись, старина, Чутянь отдал таблетки Лисенку. Несколько дней я буду настороже, и эта старая ведьма меня не раскусит». Лисенок подбросил таблетки и проглотил их. Он съел отравленные таблетки, словно конфеты, и показал Чутяню большой палец. «Мне повторить план, считаешь Лисенка глупым? Всего лишь оставить подсказки на дороге, чтобы привести к старухе имперский город и гончих войны. Разве это тяжело? У Лисенка было не очень много навыков. Но скрытность была первоклассной. Его не смогли поймать даже 3 правителя Южного лета, что уж говорить о старухе Шисинь. Лисенок не мог провалить задание. Раны Чутяня казались серьезными, но большинство из них были внутренними. Он исцелил их быстро, за 1 ночь. Вперед! Старуха Шисинь повела Чутяня из города Алого болота к Алому болоту. Алое болото занимало большой участок и кишело жизнью. Войдя в болото, об этом сложно было не думать. Воздух алых болот был смертоносным. Основной флорой Алого болота был вид под названием алые водоросли. Эти растения росли по всему Алому болоту и поглощали его токсины. Когда они росли, они выпускали яд. Яд был густым и тяжело рассеивался, так что над болотом образовался слой ядовитого тумана. Все алое болото было покрыто ядовитым туманом. Культиваторы, не достигшие уровня пробужденной души, умирали уже через час. Они сходили с ума, злились, видели иллюзии и в итоге умирали. Даже культиватор пробужденной души едва мог добраться до глубины болота. Чем дальше в алое болото, тем гуще был газ. Что уж говорить про обычных людей, они не смели приблизиться даже к краю болота. Когда Чутянь ступил в болото, он посчитал его бесплодной землей. Но он с удивлением обнаружил, что алое болото не такое, каким он его представлял. Все вокруг было красным. Это был цвет алых водорослей. Ярко-красный и очень привлекательный. Сверху это напоминало ярко-красное море. Казалось, что в болоте содержится какая-то энергия, потому что время от времени по нему пробегали волны. Старуха Шисинь шла впереди, воды болота очень ядовиты. Если наступишь не туда, твое тело быстро изуродует коррозия. Будь осторожен, если не хочешь умереть, Чутянь с почтением отозвался. Да, тощая Шисинь прыгала по болотным кочкам, преодолевая за один прыжок по несколько сотен метров. На поверхности болота появился большой пузырь воздуха, из болота выплеснулось много густого отравляющего тумана. Если бы там оказался кусок железа, он бы тут же расплавился. Из болотной грязи вынырнули 10 жаб. Их тела были измазаны алыми водорослями и черным илом. Тела их колыхались, словно были сделаны из ила.
Это были болотные чудовища, единственная фауна Алого болота. Они родились в глубинах болот и преследовали добычу, заблудившуюся в болотах. Они были невероятно жестокими и ядовитыми. Эти чудовища не были сильными, поэтому культиватор пробужденной души, избегая яда, легко мог с ними справиться. Что уж говорить про эксперта пика вроде старухи Шисинь. Появились несколько десятков кровавых мечей, и болотных чудовищ порезала на кусочки. Старуха Шисинь шла вглубь болота, даже не глядя на них. У старухи был глубокий культивационный фундамент, даже Чэнь Биньюй не выдержала бы 10 ее ударов. Не ввязываться в драку оказалось верным решением. Чу Тянь следовал за старухой Шисинь. Кроме алых водорослей, покрытых илом, в алом болоте рос еще и твердый тростник. Для горожан тростник был основным источником дохода. Конечно же, в тростнике прятались ядовитые змеи и ящерицы, так что эти земли считались опасными. Никто не думал, что здесь создадут кроваво-красную штаб-квартиру. Двое продвигались все глубже, ядовитый газ сгущался, а красный туман размывал зрение, потому что яд набирал силу. Чу Тяню пришлось принять таблетки, чтобы нейтрализовать ядовитый газ. После целого дня пути они достигли центра Алого болота.